Всем доброго времени суток. Вы на канале Ну что, свяжем? Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц. Сразу хочу вам напомнить, что не забывайте заглядывать в плейлисты. Узорчиков уже очень много, чтобы вы не растерялись. Они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Это вы увидите на главной странице канала, там где написано главное, видео, плейлисты, сообщество. Вот нажимаете на плейлисты, проваливаетесь, и там много-много папочек. Выбираете, какая вам понравится, смотрите видео. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, и с новым узорчиком. Сразу опять же хочу уточнить, что вы берете любую пряжу, все узорчики универсальные. Подбираете пряжу под узорчик, смотрите, какой вам рекомендует крючок, чтобы у вас все получилось. А у меня сегодня вот такая вот пряжа, называются ниточки новички, кто еще не вязал, смотрите, Yarnart Super Perle. Это получается стопроцентный акрил, в 100 граммах находится 400 метров, и вот такая вот интересная скруточка, я все время про нее говорю, но приятная на ощупь. И здесь нам советует производитель, говорит, берите крючок номер 3, чтобы у вас все получилось. Данную пряжу, в принципе, я вяжу крючком номер 3, поэтому сегодня тоже возьму крючок номер 3. Вы берете крючок под свою пряжу. Ну что, свяжем? Так, начну я с темно-синенькой. Раппорт сегодняшнего узорчика равняется 4 петельки. Я давайте наберу 8 раппортов. Это получается 32 воздушные петельки и 1 петелька, чтобы узорчик ровно закончился. Итого 33. А вы набираете сколько вам удобно. Итак, все как всегда. Вначале идет петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Для начала я сделаю вспомогательный ряд, особенно полезно для новичков, чтобы не запутались в воздушных петельках, да? 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка аккуратненько 5 петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В 5 петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. Получается столбик с накидом. Накид. По порядочку идем дальше в следующую петельку цепочки и провязываем точно такой же столбик с накидом. Накид. Следующую петельку и во все последующие петельки провязываем целый ряд столбиками с накидом. Сами себя контролируем. Количество столбиков у вас должно равняться количеству петелек цепочки, которые вы набрали. То есть, если я набрала 33 воздушные петельки, у меня должно получиться 33 столбика с накидом. То есть, не больше, не меньше. Все. И не забывайте, что первые 3 петельки подъема, которые мы набрали, это имитация столбика с накидом. Получается, мы считаем за столбик. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я уже набрала. Давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда встречаемся. Договорились? Несложно. У вас получится. Давайте. Так, смотрите. Вот провязали целый ряд столбиками с накидом. Все ровненько, аккуратненько. И я хочу здесь поменять ниточку. Кто уже умеет менять ниточку и кто планирует менять, меняйте. Кто не умеет, смотрите. Последние 2 петельки последнего столбика провязываем новенькой ниточкой. Оп. И у нас получается, что ряд закончился синей ниточкой, да, и получается беленькая уже в процессе вязания. По узорчику 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Подтягиваем синюю ниточку. Поворот. Теперь смотрите внимательно. Делаем накид. И провязываем сюда же, в этот же столбик, еще 2 столбика с накидом. Раз. Накид сюда же 2. А теперь будьте внимательны. Смотрите, что мы делаем. Накид. Ныряем в этот же столбик, вытягиваем ниточку и подтягиваем на высоту столбика. Вот так вот. Раз. Накид сюда же 2. Накид 3. Накид 4. Накид 5. Я делаю 5 накидов, 5 петелек. Вы можете делать больше, вы можете делать меньше. Чем больше вы сделаете, тем эффектнее будет пышный столбик. А сейчас мы будем делать пышный столбик. Но при этом не забудьте, что кушает много пряжи. Итак, провязываем все петельки вместе до 2 петелек. 2 петельки на крючке провязываем тоже вместе. Оп. Вот. У нас получается вместе с 3 петельками, да, 3 петельки, 2 столбика и пышный столбик. Идем дальше. Раз, два, 3 столбика пропустили, в 4 столбик нырнули и сделали соединительную петельку. То есть эту петельку сразу же протягиваем
через петельку на крючке. Вот. И у нас по итогу получается, что мы положили бочком, наклонили влево вот такой пышный столбик. Опять 3 петельки воздушные. Раз, два, три. Повторяем. Сюда же возвращаемся, провязываем 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. Опять делаем пышный столбик. Накид. Ныряем сюда в этот же столбик. Вытягиваем ниточку. Раз, два, три. Вы можете на этом этапе остановиться и провязать. Вы можете на 4-м, так скажем, этапе остановиться, провязать. Я буду делать 5. Ну, вот так вот захотелось. Провязываем все петельки вместе. До 2 петелек 2 остаются на крючке. И потом 2 петельки вместе. Опять 3 столбика пропустили. Раз, два, три. И в 4-й сделали соединительную петельку. Оп. Все. И у нас получается вот такой как бы зигзаг, да, сверху. А здесь посередке получается вот такие вот пышные столбики. Угу. Все, несложно. И так до конца ряда. 3 воздушные петельки. Сюда же 2 столбика с накидом. Раз, два. И потом делаем пышный столбик. Раз, два, три, 4, 5. Провязали все до последней петельки и 2 петельки вместе. И присоединили. Раз, два, три к 4-му столбику с соединительной петелькой. Оп, и все. Понятно? Все, давайте так вот до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот готовы наши зигзаги. Вот с такими пышными столбиками. И смотрите, как мы заканчиваем ряд. Точно так же 3 столбика пропускаем. И там, где 3 петельки подъема, мы ныряем в 3-ю петельку. Вот так вот вытягиваем ниточку. Должны сделать соединительную петельку, да? Но я хочу присоединить опять новую ниточку. Ну вот мастер захотел тогда. Смотрите, я присоединяю голубенькую, то есть последние 2 петельки провязываю новым цветом. Оп. И у меня получается ряд закончился беленькой ниточкой, но в процессе вязания уже есть голубая. По узорчику 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. А теперь смотрите внимательно. Накид. Вот у нас получается наш пышный столбик. Я захожу сзади за пышный столбик, вот так вот окружаю его, да, вот, пышный столбик перед крючком. Вытягиваю ниточку и провязываю теперь как обычный столбик с накидом. Раз, два. Получился рельефный лицевой столбик с накидом. Накид. Следующий столбик у меня столбик, столбик и 3 петельки, помните, да? Итак, в первый столбик точно так же захватываю сзади наперед, вытягиваю ниточку и провязываю рельефный лицевой столбик с накидом. Следующий столбик точно так же захватываю сзади наперед, вытягиваю ниточку и провязываю рельефный столбик с накидом. Вот такая вот у меня картина получается с этой стороны. Дальше накид, и у меня остается вот эта вот арочка из 3 воздушных петелек, да? Я вот эту арочку ныряю вот так вот и просто провязываю обычный столбик. Оп, оп, все. Дальше повторение. Давайте еще раз. Накид. Вот у нас идет пышный столбик. Мы окружаем пышный столбик сзади, вот таким вот образом. Пышный столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это у нас рельефный лицевой столбик с накидом. Следующие наши 2 столбика провязываем точно так же. Оп, захватили, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. И следующий столбик точно так же. Захватили, вытянули, провязали по 2 петельки. Там, где у нас 3 воздушные петельки, мы просто ныряем в эту арочку и провязываем обычный столбик с накидом. Вроде как бы с этой стороны ничего такого особенного, да? Давайте перевернем. Смотрите. Опа, какая красота. Видите? За счет того, что рельефные столбики лицевые с той стороны, с этой стороны получаются изнаночные. И мы как раз, получается, так вот подчеркиваем этот рельеф. И поэтому я решила поменять ниточку. Вы можете оставлять ту же самую ниточку, да, можете менять точно так же, как и я. Вот такая красота. Все. И таким образом провязывайте рельефными столбиками и обычным. Рельефный, обычный до конца ряда. Угу. Не сложно? Не сложно. Если что, чуть-чуть назад перематывайте. Смотрите, как провязываются рельефные столбики. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. Вы справитесь. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот какая красота получается с одной стороны. И вот такая вот красота. Смотрите. С другой стороны. Как вам? В процессе вязания я решила, что я буду вязать каждый ряд новым цветом. Вот решила так заморочиться. Буду отрезать кончики ниточек. Сильно не переживайте. Смотрите, получается две последние петельки последнего столбика я буду провязывать опять
беленькой ниточкой. То есть у меня будут все пышные столбики беленькой ниточкой. То есть вначале я решила, что будет по 2 ряда, теперь решила, что по одному. Итак, провязали 2 последние петельки, дальше у нас по узорчику 3 петельки подъема, и тут же я хочу показать, как можно спрятать кончик. Вот таким вот образом можно его, оп, крест-накрест сделать кончик перед рабочей ниточкой, так, и тут же провязать петельку воздушную, раз. Дальше кончик обратно, справа налево перед рабочей ниточкой, и вторую петельку воздушную провязываем. Есть. И третий раз точно так же, потому что нам необходимо сделать 3 петельки, получается, по узорчику, и мы в это время прячем как раз кончик нашей ниточки. Все, что лишнее, мы можем потом отрезать. Далее. Накид. Смотрим. Точно так же, как самый белый первый ряд. Сюда же провязываем 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом. И сюда же 2 столбика с накидом. Далее. Сюда же мы провязываем пышный столбик. Итак, подтянули ниточку. Раз. 2. 3. 4. И у меня 5. Провязали все до последней петельки, и потом 2 петельки вместе. И теперь смотрите, какая особенность. Здесь мы, получается, переключаемся, вот, наши 3 столбика пропускаем, раз, 2, 3. И вот он, один столбик, видите, который как раз был провязан обычным столбиком. Вот мы к верхушке и присоединяемся соединительной петелькой. Опять 3 петельки воздушные, раз, 2, 3. Сюда же опять 2 столбика с накидом, раз, 2. И сюда же пышный столбик. Поняли, да? Все, давайте еще раз до конца ряда. Самостоятельно в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, опять зигзаги с пышными столбиками готовы. И я теперь хочу переключиться на темно-синенькую ниточку. Если вы хотите, вы тоже переключайтесь. Если нет, провязывайте ниточками, какими вы хотите. Итак, 2 последние петельки я провяжу синенькой ниточкой. Подтяну беленькую. Так, дальше по узорчику у меня идут 3 воздушные петельки. И тут же я могу спрятать кончик. Раз. Слева направо кончик сделала. 2. Справа налево, видите, перед рабочей ниточкой. И 3. Вот 3 воздушные петельки. Поворот и вспоминаем, да? То есть сейчас у нас будет целый ряд рельефными столбиками. Итак, вот наша шишечка-бубочка. Захватываем ее. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Следующие 2 столбика точно так же у нас будут рельефными. То есть поняли, да? Наш узорчик состоит из 2 рядов. В первом ряду мы делаем шишечки, во втором ряду мы делаем рельефные столбики. Все. И последний получается 3 петельки подъема, ныряем в эту арочку и провязываем как обычный столбик с накидом. То есть ничего сложного. Секундочку. Оп. Так. Вот. Понятно, да? То есть повторяйте. Все. Один ряд шишечки, другой рельефные столбики. Один ряд шишечки, другой рельефные столбики. И так далее, и так далее. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится очень-очень красиво. Давайте встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите. Вот такая красота по итогу получается. Я чуть-чуть, да, немного связала образца. Но принцип узорчика понятен. Вот так он выглядит с одной стороны. Так, там, где у нас, получается, рельефные столбики, будут изнаночными выглядеть. А вот там, где мы их провязывали лицевыми, вот так выглядит с другой стороны. Вот. Нравится эта сторона, оставляйте эту сторону. Тоже интереснее, когда тут, получается, шишечек видно много. А с этой стороны, получается, рельефных столбиков видно много. Выбираете любую. Да, видите, получается, заморочилась каждый ряд новой ниточкой. Но смотрите, если вы возьмете по пару моточков, да, то есть 2 моточка синеньких, 2 моточка голубых, 2 моточка беленьких, в принципе, отрезать ниточку не придется. Все будет даже очень удобно, очень комфортно. Вот так вот он у меня из данной пряжи тянется. Вы, в свою очередь, берите любую пряжу, пробуйте любой пряжей. Будет очень-очень, конечно, красиво и очень интересно. Но вы помните, да, из разной пряжи разный узорчик получается. Не одинаковый. Давайте замерим красоту. Итак, у меня получается здесь было 33 воздушные петельки. Если моей пряжи, моим крючком, моей рукой, да, моей плотностью вязания, то это получается, смотрите, 15 сантиметров. Так, а тут получается у нас вначале был наборный ряд, да, потом шишечки и рельефные столбики. Получается раз, ну каждый ряд, получается один цвет, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. 9 рядочков.
Так, это получается 9 сантиметров. Каждый ряд 1 сантиметр. Пишите обязательно в комментариях, какая сторона вам больше понравилась. То есть эта сторона, назовем ее рельефная, да? А эта сторона, назовем ее так вот шишечки. Вот. Ну и, конечно, можете провязывать одним цветом, можете провязывать рельефные столбики шишечками одним цветом, да, то есть раз, два, вернулись, переключились на новую ниточку, раз, два, вернулись, переключились на новую ниточку, и отрезать ничего не надо будет. Но я вот вдруг захотела именно таким образом. Думаю, неплохо. Как вам? Понравилось, не понравилось? Пишите комментарии. Я надеюсь, что понравилось. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки на канале. Делитесь с друзьями, с подружками. И обязательно здесь высвечиваются видео, да, на экране. Заходите, смотрите, гуляйте по каналу. Очень много интересного. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.